Здравствуйте, гости моего канала и подписчики моего канала. С вами сегодня я, врач Носова Елена. И мы поговорим с вами о синдроме избыточного грибкового роста. Конечно же, мы будем с вами говорить о кандидозе, как о такой самой широкой распространенной проблеме. И я думаю, что вы понимаете, что избыточный грибковый рост может быть не только за счет кандиды. Внутри нас живет много разных грибов, самых различных видов. И, конечно же, любой из них может начать развиваться активно и вызвать вот эту проблему. Но в целом строение, да, и то, что делают грибы в нашем организме, есть определенная схожесть с кандидозом. Поэтому мы синдром избыточного грибкового роста будем рассматривать на примере хронического кандидоза, потому что это такая самая часто встречающаяся патология. Итак, кандидоз – это заболевание, которое вызвано разрастанием кандиды. Это особый вид грибов и считается на сегодняшний день, что он является нашим эндосимбионтом или комменсалом, то есть он колонизирует кожу и слизистые с рождения и выявляется минимум у 30-70% популяции. То есть это часть нормальной микрофлоры нашего организма. Я хочу сделать акцент, да, вот акцентировать ваше внимание, что это часть нашей микрофлоры. Вопрос только, в каком количестве она находится в нашем организме и как она себя ведет, по-хозяйски или как в гостях. Не нужно, конечно же, стремиться полностью под ноль убрать этот гриб. Ну, в принципе, это даже и невозможно. Во-вторых, мы до конца не понимаем содействия наших царства грибов, царства бактерий, архибактерий и так далее. Между собой они как-то вот все коммуницируют и с нашим, собственно, организмом тоже находятся в каком-то сожительстве. И скорее всего, что и они, кандиды в том числе, какой-то определенный вклад в наше здоровье вносят. Поэтому давайте не будем ее исключительно только ругать. Все-таки важно просто держать кандиду под контролем. А под контролем держит ее наша здоровая микрофлора. Вот почему очень часто у девушек после курса антибиотиков начинает беспокоить молочница. Потому что патогенную микрофлору убрали антибиотиками, но, как говорится, свято место пусто не бывает, и начинает на этом месте размножаться активно кандида. Существует более 150 видов этого гриба и наиболее такой популярный, который нам известен как Candida albicans. И как раз с ней больше всего проблем. Как раз вот и вызывают Candida albicans все эти неприятные симптомы, о которых мы будем дальше с вами говорить. Кандида, она отличается очень таким дурным нравом за счет того, что у нее есть определенные механизмы агрессии и защиты. У кандиды есть специфические биологические, биохимические особенности, которые делают ее такой проблемной. У кандиды, вот она, сама кандида способна существовать в нашем организме в двух формах. Такая вот круглая форма и в виде булавы. Да, вот вы видите на этой картинке. И кандида в виде вот булавы, она отращивает такой вот хвост, и им способна творить очень много плохого. Кроме того, эти вот гефальные формы, они друг с другом сплетаются, и на мембране у кандиды есть хитиновая оболочка. Как вот, например, у гриба, который вы, скорее всего, видели на дереве. Возможно, вы пытались его сорвать, возможно, вы пытались его поломать, но это практически невозможно, настолько такой вот плотный, сам жесткий такой каркас. И вот как раз в гефальной форме кандида в нашем организме, она покрыта этим жестким коконом, вот, и поэтому с ней очень так сложно работать, просто вот назначением курсом каких-то антимикотиков. Кроме того, кандида является потребителем железа, она является конкурентом за усвоение железа, и поэтому это одна еще из причин, почему, допустим, назначаются препараты при скрытом железодефиците или при явной анемии препараты железа, и в анализе мы контролируем показатели сывороточного железа ферритина и не видим результата. Вот это, в частности, может быть из-за того, что кандида является конкурентом за усвоение. Кроме того, кандида, она агрессивно себя ведет. У нее есть несколько
активных таких вот адгезинов. От слова адгезия – это прилипание. Она вырабатывает специальные защитные молекулы в нашем организме. Огромное количество этих молекул противодействует нашему иммунитету и способствуют, вот эти молекулы способствуют ее внедрению. И вот вы видите, да, на этой картинке такие хвосты, которые способны пробуравливать эпителий, даже способны пробуравливать серозную стенку. Они способны внедряться между клетками. Это все ведет к гибели клеток, потому что много вырабатывается токсических субстанций. То есть кандида, она в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает очень много токсинов. Помимо клеток кишечника, кандида может внедряться также в клетки иммунной системы, в клетки вот макрофаги, и там она переходит в круглую форму, ну и, собственно, способна там выживать, скрывается, размножается в этих клетках. То есть вот она не просто от иммунной системы защищена, она там паразитирует подобно вирусу. Это такой вот удивительный паразит, и война с ним должна идти по всем фронтам. Мы об этом будем говорить попозже. Вот, иначе говоря, вот прорастая как грибница, кандида всасывает из вас все жизненные соки и вас отправляет совсем, вас отправляет совсем обратно, да, вот продукты своей жизнедеятельности, и отравление происходит. И если кандида размножилась и стала хозяйкой, то иммунная система уже сама не может справиться, потому что, как я уже сказала, у кандиды очень большое количество различных защитных инструментов. Вообще, вот этот патоген, он очень агрессивен. И практически каждая женщина в той или иной степени знакома с молочницей, и средства массовой информации, да, телевидение нам помогло познакомиться с этим диагнозом. Но я хочу сказать, что если вы глазом уже видите проявление кандидоза, да, вот те же ногти, там кожа, язык, да, обложен белым налетом, то это уже верхушка айсберга. Это значит, что ситуация уже давно запущена, и с вероятностью 100% вы имеете цветущий кандидозный сад в кишечнике, потому что если она есть на половых путях, да, во влагалище, на слизистой влагалище, то откуда она берется? Она не берется из ниоткуда, она берется из кишечника. Есть такое выражение, да, что слизистое влагалище – это зеркало слизистой нашего кишечника. И я хочу сказать, почему верхушка айсберга, потому что, опять же, как в природе, вы, наверное, замечали, что гриб активно растет уже на таком трухлявом дереве, да, уже на дереве, которое не живое. То есть вначале мы не знаем о том, что там присутствует гриб, и дерево себе существует. Но со временем оно начинает болеть, оно начинает усыхать и совсем становится безжизненным, и тогда уже грибы активно на нем растут поверхностно. Также и ничего другого не может происходить в организме человека. То же самое. Если мы видим проявление грибов внешне, то ситуация уже далеко зашла. И сейчас мы с вами поговорим о том, какие же есть предрасполагающие факторы, да, какие причины кандидоза, ну и в принципе вообще грибковых разрастаний. Грибы, они очень активно растут, когда их ничего не сдерживает, а сдерживает их нормальная флора нашего организма. И когда мы принимаем антибиотики по поводу и без повода в большом количестве, часто, то есть когда это несколько курсов в год, по 2-3, а то и 4. Но, в принципе, может и одного курса в год тоже хватить для того, чтобы убить свою микрофлору, если есть еще какие-то другие сопутствующие факторы, которые влияют на нашу микробиоту, и в первую очередь это стресс. То есть сейчас людей, которые живут в идеальных психологических условиях, наверное, вы не встречаете. Кроме того, кроме антибиотиков, это может прием противозачаточных препаратов, контрацептивов, это может быть прием кортикостероидов. Иногда это, конечно, просто необходимо, и мы не можем отменить эти препараты, даже зная, что они очень вредные, вот потому что может вернуться плохое состояние в результате того, что кортикостероиды, преднизолон, дексаметазон, они подавляют воспалительный процесс при каких-то различных серьезных, тяжелых заболеваниях. И вот на днях ко мне обратилась женщина, у которой после вирусной инфекции возник случай подострого тиреоидита, где назначается курсом преднизолон. Вот. Ну вот один врач назначил, другой врач
не вовремя отменил, и у этой женщины возник рецидив этого подострого тиреидита. Поэтому мы, к сожалению, не всегда можем их отменить, вот, но нужно знать, что риск возникновения кандидоза есть, и хотя бы за счет других факторов нужно на этот процесс как-то влиять и сдерживать рост кандиды. Кроме того, это инсулинорезистентность и сахарный диабет. Вот. Но я хочу сказать, что в принципе, благодаря тому, что сейчас мы живем в век пищевого разнообразия, на полках нас манят всевозможные сладости, всевозможные углеводы, то я хочу сказать, что мы сами виноваты в том, что мы раскармливаем кандиду и другие грибы в нашем организме из-за того, что много едим сладкого, мучного, дрожжевого и так далее. Так вот, возвращаясь к инсулинорезистентности и к сахарному диабету, потому что это понятно, что следствие длительного переедания сладкого, переедание углеводов, но тут все понятно, потому что грибы, дрожжи, да, это те же дрожжи, они очень любят сахар, углеводы, мучное, да, и, естественно, если диабет не компенсированный, то здесь будет такое вот избыточное их разрастание, вот, но хочу сразу сказать, что диабет бывает разный, вот, смотря как человек его компенсирует. Если он ест что попало, да, не соблюдает низкоуглеводную диету, если он пьет таблетки через раз, то понятно, что у него будут уровни сахара в крови колебаться, вот, и то, что нужно грибам. Вот, если же человек с диабетом себя ведет в рамках протокола питания, да, низкоуглеводного, вот, и другие определенные моменты в образе жизни пересмотрел и четко этого придерживается, добивается идеальных показателей сахаров в крови, то, в общем-то, у него все будет хорошо. То есть хочу сказать, что сахарный диабет – это не приговор, что у вас знак равно кандидозная инфекция. Вот. Кроме того, это проблемы щитовидной железы и, прежде всего, тот же гипотиреоз. Вот. Это также могут быть различные иммунодефицитные состояния. Это и ВИЧ, и СПИД, и онкосостояние. Вот. Ну и, в принципе, это, конечно же, крайне, да, такой случай заболевания иммунодефицита. Но масса людей ко мне обращаются, поверьте, тоже в иммунодефицитных состояниях, может быть, более в легкой форме, но, тем не менее, из-за разных причин. Даже банально из-за того, что сейчас у всех людей низкий уровень витамина D, и люди не принимают оптимальной дозировки витамина D. Кроме того, это опять же стресс может влиять на рост кандида через иммунодефицитное состояние, через влияние нормальной микрофлоры кишечника, потому что стресс убивает нормальную микрофлору, ну и много-много самых разных других негативных моментов. Вот. Какие же проявления хронического кандидоза? Здесь вы видите, я обозначила такие часто встречающиеся, и, возможно, какие-то из них симптомы есть у вас. Во время консультации я, конечно, обязательно даю такой расширенный тест-опросник на выявление возможного грибкового роста. И человек видит, что вот среди симптомов, которые, может быть, понятно, он видит связь с кандидозом, но часто он в перечисленном перечне много симптомов, которые он не связывает с тем, что это симптом кандидоза. Вот. И сейчас я перечислю вот самые вам очевидные проблемы. Это проблемы с пищеварением, да, которые проявляются вздутием, газообразованием, урчанием, запор или диарея. Ну, при синдроме избыточного бактериального роста больше все-таки диарея, а вот при кандидозе чаще запоры. Может и то, и другое. Вот. И также это могут быть какие-то спазмы в кишечнике, болевые, дискомфортные ощущения. Это другие диспептические расстройства. Вот. И очень сложно по этим симптомам в данном случае определить, это все-таки проявление синдрома избыточного грибкового роста или избыточного бактериального роста. Хотя, я скажу, очень часто это сочетаемое явление просто с преобладанием либо бактерий, либо грибов. И, кстати, очень часто также вирусная нагрузка существует очень. Почему? Потому что грибы,
они из предыдущего слайда вы видели, какую они вызывают иммунодепрессию. Дальше, это, как я уже сказала, наша любимая молочница, которая может мучить женщину, кстати, мужчин тоже, вот, но больше все-таки женщин. Это длительные, упорные, рецидивирующие и зачастую никак не поддающиеся лечению обычными вот фармпрепаратам, антимикотикам или какой-то временный эффект и потом снова рецидив. Это может быть цистит, вот, да, рецидивирующие циститы. Это может быть посткоитальный цистит, то есть после полового контакта. Также может быть проблема, ну вот все это может быть, опять же, связано с тем, что эти состояния, да, вот рецидивирующие циститы, они лечатся антибиотиками, что еще больше усугубляет это состояние, вот, и еще больше разрастается активно грибок, и, соответственно, это уже возникает цистит не бактериальный, а грибковый. Вот, кроме того, это ректальный, то есть зуд заднего прохода и зуд во влагалище. Это могут быть внешние изменения в области промежности, такие как покраснение, шелушение, это могут быть какие-то белесые, вот такие налеты, пленочки. Это все тоже может говорить о том, что есть кандидозная инфекция. Возможно, у вас есть упорные синуситы. То есть это когда вот по сезону такая вот ежегодно одна и та же клиника, таких вот появляющихся гайморитов, фронтитов, другие какие-то инфекции. И в целом, в общем, вообще вся эта хроническая лор-инфекция может также вызываться грибами, в частности кандида. Вот это ощущение такой слизи в горле, которое хочется как-то вот скашлянуть, да, вот, эта слизь такая тягучая, прям вот она мешает, да, это першение может быть какое-то, вот вы разговариваете, все время что-то першит, это именно потому, что кандида активно себя чувствует в наших слизистых. Это, как я уже сказала, белый такой налет на языке, выраженный, который приходится так хорошо чистить ложечкой по утрам, и в течение дня он может снова образовываться. Это стоматиты, гингивиты, это все тоже может говорить о том, что есть кандида в ротовой полости, да, так и называется кандидоз ротовой полости, может быть кандидоз конъюнктивы глаз также. Вот. И если вы видите также, что вы постоянно лечите вот эти конъюнктивиты, синуситы, гаймориты антибиотиками, но эффекта нет, то задумайтесь, что, возможно, это по причине кандидоза. Может быть также дискомфорт в ушах. Это может быть в виде такого чувства переливания жидкости, может быть заложенность в ушах, зудеть, да, вот хочется все время какими-то ушными палочками себе пощекотать, да, что-то почистить. Это все тоже признаки кандидоза. Вот. Очень часто такое явление, как перхоть и зуд кожи головы. Это тоже грибковая инфекция, поэтому бессмысленно просто использовать какие-то шампуни, да, с противогрибковыми компонентами, потому что проблема, как я уже сказала, изнутри. Это может быть экзема, может быть акне, какие-то другие проявления на коже, даже тот же псориаз. Вот говорят, что псориаз не лечится. Неправда. Псориаз можно ввести в хорошее такое вот бессимптомное, да, проявление, то есть когда он никак не проявляется, именно на хорошем таком противогрибковом протоколе. Кроме того, это грибковые инфекции ногтей. И здесь я еще раз повторюсь, что кандида, вообще грибы, они очень любят жить в кишечнике. Вот многие ученые все-таки остаются именно на этом мнении, что основной источник распространения по всему организму грибковой инфекции – это кишечник. И если есть проблема грибковая инфекция на коже, на ногтях, то, конечно же, мы начинаем с кишечника. И вообще мы начинаем с кишечника. Вот, поскольку если мы просто лечить будем местно ногти, да, то проблема будет снова возвращаться. Теперь смотрите, вот еще такой очень частый симптом, который мне приходится слышать, возможно, он есть и у вас, это чувство усталости, это хроническая такая вот, да, усталость. Кто-то говорит, что у меня туман в голове, пелена, вата, каша в голове, вот невозможность сконцентрироваться, снижение памяти, нарушение сна и такая вот сонливость в течение дня. Это может быть тревожное состояние, ажитация, такие вообще колебания настроения. Ну, скажите, вот, да, очень такой частый симптом.
И казалось бы, как он связан с кандидозом? Но чем здесь можно это объяснить? Тем, что кандида размножается в огромном количестве, она начинает вырабатывать различные химические, токсические вещества, и среди них есть такой вот известный как ацетальдегид. Это яд для нашего организма и огромная нагрузка на систему детоксикации, на нашу работу мозга, соответственно. Поэтому, выделяя в огромном количестве это вещество, оно проникает через наш вот гематоэнцефалический барьер и каким-то образом воздействует на наш мозг. Есть такой симптом автопиннушки, да, синдром автобэри. То есть человек такой находится под каким-то легким кайфом, хотя он вообще не употребляет алкоголь. Или вот в данный там, день, неделю он не пил алкоголь. Но он находится под каким-то таким вот немножко неадекватным, да, состоянии. И вот это связано именно с тем, что у этих людей такая яркая, вот очень сильная нейротоксичность. Подобно приему какого-то некачественного токсического алкоголя. Кроме того, у человека может быть яркая такая вот астения. У человека может быть постоянное чувство усталости, перепады настроения, как я уже говорила, депрессия, раздражительность, беспокойство. Кроме того, может быть какая-то постоянная ломка. Да, вот может быть мышечные боли, суставные боли, такое гриппозное состояние, гриппозоподобное состояние. Да, не так выражено, но тем не менее. Кроме того, тяга к сладкому мучному дрожжевому. Вот когда я говорю, ну, задаю этот вопрос, и потом говорю, что обязательно мероприятие – это исключение простых углеводов, человеку очень вообще сложно это понять, как это. Вот, да, с одной стороны, тяга к углеводам может быть какого механизма? За счет того, что у человека есть чувство усталости, за счет того, что у него плохое настроение, хочется как-то себя побаловать, да, такой легкий способ получения дофамина. Вот. Но, кроме того, сама же кандида, она не прочь побаловаться углеводами. Вообще-то ее основной источник выживания, вот, размножения, поэтому зачастую это даже не ваше, да, вот, решение купить сладкое и съесть сладкое, а это ее желание. И вы съели какую-то порцию, да, углеводов, кандида получила ее, и она снова требует новое. То есть она опять просит съешь сладкое, съешь сладкое. Вот. Вы, наверное, кто делал домашнее вино, то, скорее всего, знаете, что когда оно перестает бродить, то что нужно сделать? Нужно добавить сахара, и вино снова начинает бродить, потому что вы оживили вот те самые винные пивные дрожжи. Поэтому почему важно все-таки от углеводов отказываться обязательно. И есть такое понятие, да, его нет в официальной медицине, но вот оно существует в примитивной медицине как кандидозный полисоматический синдром. Понятно, что причиной вот этих симптомов, да, которые я перечислила, которые якобы не связаны с кандидой, они могут быть и другие. Но вот когда есть все эти симптомы плюс кишечные симптомы, которые похожи на СИБР, синдром избыточного бактериального роста, вот это вздутие, газообразование, урчание, запор, диарея, то это зацепка заподозрить кандиду. То есть заболевания классические нам известны, такие как и распространены, такие как молочница, это все понятно. Но есть менее понятные, менее известные, изученные, вот не классические такие состояния болезни, проблемы иммунной системы, в том числе аллергия, бронхиальная астма, хронические какие-то дерматозы, включая псориаз. Это может быть болезнь Крона, ревматоидный артрит. Эти состояния очень часто связаны с кандидой. И вот еще в апреле 1989 года прошлого столетия эмпирическим путем в процессе лечения 1100 пациентов с симптомами синдрома хронической усталости, такие как утомляемость, депрессия, головокружение, головные боли, вот эти мышечные боли, суставные боли, ночная потливость, утренняя скованность, разбитость после физической нагрузки, вот все подобные, да, после того, как пролечили противогрибковыми препаратами, врачи получили положительные результаты. Таким вот образом была эмпирическим путем доказана связь этих состояний с кандидой. И вот, кроме того, смотрите, да,
в 80% случаях в прошлом были неоднократные курсы антибиотиков, что доказывало грибковую природу этих состояний. Психоневрологические симптомы были у 30%. Из 1100 человек у больше, чем половина людей была на инвалидности. Этим людям назначался кетоконазол плюс диета без алкоголя, сахара, фруктов и фруктовых сиропов. Длительность лечения была в среднем 5 месяцев, и полное избавление от симптомов было в 84% случаев. Только 12 из 685 случаев остались на инвалидности. То есть точно не знали, что синдром хронической усталости был связан с кандидозом, но были подозрения. Поэтому пролечили, и эмпирическим путем была выявлена связь с кандидозом. Да? То есть вот смотрите, как было важно установить эту природу. Но я хочу сказать, что эта ученая, да, она сделала вывод, что кандидозная инфекция была связана с выработкой неизвестного системного токсина и является причиной вот этого синдрома комплекса. Но, увы, это исследование было ретроспективным, оно было неконтролируемым, и оно нигде не было опубликовано тогда вот официально в широкой массе. Поэтому, скажем, какое-то длительное время не было такой вот научной обоснованности того, что все эти симптомы имеют под собой связь с кандидой. Как же будем мы искать эту кандиду? Конечно же, мы можем посмотреть под микроскопом, то есть это первый способ, да, и берется какой-то материал, либо соскоб со щеки, это может быть слюна, вагинальный секрет, это может быть в том числе кал, и лаборант смотрит под микроскопом. И если он видит грибы, вот, то как бы все понятно. Но это не очень эффективно, потому что здесь нужно прям вот действительно вот такая вот хорошая клиника, выраженный рост грибка, чтобы его действительно увидеть. Следующий метод – это посев среды, то есть тот же самый материал, он берется и высеивает на определенных средах питательных. Вот, выдерживается несколько дней и затем смотрится опять же под микроскопом. И если там что-то выросло, это изучается и таким образом делается вывод. Да, это уже ближе, но тоже не всегда. Если мы, например, сделали соскоб слюны или соскоб щеки, либо мы взяли мазок из зева, вот, либо цервикальная, да, вагинальная слизь, то если там не обнаружатся грибы, это не значит, что у вас этого нет. Если вы испытываете жалобы, то в вашем организме все же кандида есть. Вот, кроме того, и кандида, опять же, есть не только там, она есть, как я уже говорила, в тонком кишечнике. То же самое, когда сеют кал, то не всегда обнаруживают в кале, потому что если она не в большом количестве, то она может не попасть в толстый кишечник. Кроме того, также все это зависит еще от насколько качественно смотрел анализ лаборант. То есть, опять же, множество различных факторов, и человеческий фактор не является исключением. Есть в том числе ПЦР мазков, когда смотрят вот не сами бактерии, а их частицы. Есть метод ХМС по Осипову, копрограмма, да, анализ кала. Вот, можно видеть также в кале дрожжеподобные грибы, но опять же не всегда, если они в небольшом количестве, то, как я сказала, они могут не попасть в материал, который вы собрали. Есть серологический метод, когда смотрят иммуноглобулин G в крови к кандиде, но, к сожалению, тоже не очень эффективный, потому что он обнаруживается тогда, когда уже идет системный генерализированный процесс. Вот, то есть, если, когда уже иммунитет сильно реагирует и вырабатывает иммуноглобулин класса G. Если у нас проблема сидит только в кишечнике, то иммуноглобулин G, скорее всего, не покажет. Поэтому какому все же методу лучше предпочесть, да, сделать предпочтение? Я советую все же там, где зудит, там, где есть какие-то видимые изменения, оттуда брать анализ. Вот. Но все же я рекомендую, если анализ отрицательный, то это не значит, что этого нет. Я рекомендую все же ориентироваться на клинику, на жалобы. Вот именно поэтому я так подробно рассказывала, как проявляется кандидоз. Причем я напоминаю, что это могут быть неспецифические жалобы, например, синдром хронической усталости. И как же мы будем уничтожать, как избавиться и возможно ли? Ну вот сразу скажу, что никак мы не уничтожим, потому что невозможно это уничтожить. Это условно патогенная флора. Можно уменьшить количество популяции, можно уменьшить в связи с этим симптомы и дальше
самое важное поддерживать это состояние. И что нужно делать? Первым делом не нужно хвататься за какие-то противогрибковые фармпрепараты, за антимикотики, потому что это может хватить вот буквально на какое-то короткое время, на месяц, может быть, в лучшем случае на 2. То есть, да, вы уменьшите популяцию, соответственно, вы уберете какую-то клинику. Вот. Но при этом ничего больше не делая, если вы будете продолжать жить, как жили, то в итоге через 2 месяца у вас будет рецидив. Я думаю, что вы с этим частично уже люди, которые меня сейчас слушают, я думаю, что вы с этим уже сталкивались. Кроме того, и как, опять же, да, человек, получив единожды эффект, он опять же приобретет те же самые препараты. Но если бесконечно пропивать одни и те же антимикотики, то можно вызвать к ним устойчивость, потому что кандида, она вырабатывает определенные вещества, которые будут вызывать вот резистентность, устойчивость к этим антимикотикам, и тогда уже ни нистатин, ни кетоконазол, ни другие какие-то лекарственные препараты уже не будут эффективными. Так как антибиотика устойчивость, то же самое вот возникает и с грибами, тоже вырабатывает устойчивость. Поэтому что нужно делать? Во-первых, нужны мероприятия, направленные на повышение иммунитета, на поддержку здоровой микрофлоры кишечника, потому что, как я уже говорила, она держит кандиду под контролем. И это в первую очередь здоровый образ жизни. Тот же самый, кстати, витамин D, как я уже говорила, который поддерживает наш иммунитет. Ну и в целом, конечно же, устранение различных дефицитов, которые также могут приводить к иммунодефицитным состояниям. И, конечно же, мы заботимся о микрофлоре кишечника для того, чтобы она была полноценная, для того, чтобы она сдерживала избыточный рост в кишечнике и распространение кандида, ну и, в принципе, других бактерий, и дальнейшее уже их распространение в ткани и органы. Это, конечно же, питание. Какое питание? Я думаю, что здесь все очевидно. То есть это стили питания, которые вы видите, low carb, то есть это низкоуглеводное, в который входит палеопротокол. Да, в него входят углеводы, например, остаются фрукты, но опять же, все зависит от количества фруктов и от каких именно фруктов, поэтому мы ориентируемся на гликемический индекс. Очень эффективно вот low FODMAP диета. Также низкоуглеводное высокожировое питание. Если особенно у человека есть, его беспокоят такие длительные, упорные, рецидивирующие, и если это системная кандидоза, то иногда даже стоит прибегать к кето-диете. Какие препараты? Как я уже говорила, что кандида, она растет, живет, вот, формирует биопленки, да, к которым трудно добраться, поэтому эффективны противопленочные препараты, вот, чтобы они действительно давали успех в лечении, чтобы не было рецидива. Вот. Кроме того, хочу сказать, что, конечно же, вот не нужно сейчас вот просто брать и самостоятельно лечить эту проблему. То есть, конечно, нужно, чтобы вас вел врач. Хорошо, если это врач-нутрициолог, потому что стандартные врачи обычно назначат просто аптечные антимикотики, а здесь все-таки нужен грамотный подход. Поэтому хорошо, если с вами будет работать нутрициолог, который назначит диету, да, определенную, который назначит хорошие, качественные противопленочные препараты, который назначит растительные средства, обладающие противогрибковым действием. И вот список тех, которыми я пользуюсь. Это препарат экстракта чеснока, это лист оливы, это паударка, кора муравьиного дерева, каприловая кислота, коллоидное серебро, масло чайного дерева. Только опять же важно, чтобы это было от качественного производителя и качественные формулы, которые дадут вам прогнозируемый результат, и они будут безопасные, потому что лечение кандидоза, оно очень длительное, поэтому важно также соблюдать принцип «не навреди», потому что даже та же кора муравьиного дерева, вот самая такая лечебная часть в этом дереве является внутренний слой коры кадмий. И если вы покупаете препарат, который 100% содержит кадмий, то и будет один эффект. Если же вы купите препарат паударка, в котором есть половина только, да, кадмия, а все остальное это будет другая какая-то часть коры, то и эффект соответственно, да. Поэтому это тоже очень важно работать с качественным производителем.
Кроме того, ну, я сразу хочу сказать, что вы не видите здесь дозировок, потому что, ну, я, в принципе, не имею права давать здесь какой-то лечебный протокол с дозировками. Это уже в зависимости от тяжести течения, в зависимости от клиники, ну и так далее. От веса человека, от возраста, вот. Кроме того, я хочу сказать, что это должен быть комплекс, потому что у каждого препарата есть своя точка приложения. И когда это будут комплексы, то есть несколько компонентов сразу, несколько продуктов, это будет намного эффективнее работать. Кроме того, важно их ротировать, то есть менять. Потому что, как я уже сказала, если длительно одно и то же принимать, то грибы формируют устойчивость к ним, да, благодаря защитным своим свойствам. Поэтому хорошо 3 недели что-то одно попринимали, затем 3 недели другое попринимали. И тогда не будет вырабатываться устойчивость гриба с теми продуктами, с которыми вы работаете, и не будет формироваться сопротивляемость. Вот поэтому, как я сказала, это длительная терапия, иногда несколько курсов. Вот. Кроме того, чтобы не было сильной дополнительной интоксикации, потому что, как я уже сказала, да, есть симптомы нейротоксикации, чтобы не было усиления этих проявлений, конечно, хорошо сначала хотя бы вот 2-3 недели это смена питания на тот стиль питания, который я перечисляла. Вот. В это время вот я, да, в своей практике работаю с дренажами. Я поддерживаю их функцию и усиливаю их функцию. Да, это будет повышать вот, выделительные наши системы на фоне, пока человек меняет питание. Это обильное щелочное питье. Это очень эффективно, если нет противопоказаний сауны. Обязательно должен быть регулярный стул 1-2 раза в день, чтобы обратно это все не всасывалось. Да. Хорошо, если это еще будут правильные сорбенты. Вот. Параллельно должна происходить поддержка фаз детоксикации. Вот. Заключительным этапом должна быть система очищения лимфосистемы, то есть это мероприятие по очищению лимфосистемы. И обязательно восстановление нормальной, здоровой микрофлоры пробиотиками, пребиотиками и метабиотиками. Потому что бывает так, что человек начнет лечить какие-то проявления с того, что назначают какие-то пребиотики или те же даже пробиотики. Вот. И тем самым происходит только усугубление симптомов. Вот. Потому что та же кандида, она тоже любит пробиотики, поэтому только может усилиться вздутие и спазмы. Но опять же, если кандиды много, да, или каких-то других бактерий, и вы ничего предварительно не поработав, туда отправили какую-то небольшую партию, армию полезной микрофлоры, то, естественно, с ней будет воевать кандида, и поэтому это может вызвать какое-то усиление симптомов. Вот, я думаю, что я раскрыла эту проблему, да, поэтому спасибо вам за ваше внимание и за ваше вникание. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Если есть комментарии, вопросы, пожалуйста, пишите. Всего вам хорошего, будьте здоровы, берегите себя. С вами была врач Носова Елена.